В давние времена один ученый человек поехал путешествовать по миру в поисках знания. В пути, в здании караван-сарая, он поприветствовался с одним богатым купцом. Он был так богат, что его товары были навьючены на 150 верблюдов, и ему служили 40 человек. В одной из жарких ночей ученый и купец стали вести разговор о своих делах. Правда, на самом деле разговор вел только купец. Ученый только слушал, потому что не любил пустых и бесполезных разговоров. Купец говорил: «Такой-то мой склад находится в Туркестане, а такой-то мой груз хранится в Индии, а это документ на владение вот такой-то земли, а вот тот человек отвечает за такое-то мое имущество». А еще он говорил, что собирался поехать в Александрию, потому что, как говорят, там очень хороший климат. Потом он говорил: «Нет, не поеду я туда, потому что у людей бывает на море морская болезнь». «Эх, мудрец», — сказал он немного погодя, — «я собираюсь совершить одно путешествие. Если оно будет успешным, то весь остаток жизни я смогу сидеть дома и совсем не буду работать». «А что это за путешествие?» – поинтересовался ученый. «Расскажи мне о нем, я послушаю». Купец ответил: «Привезу из Парижа серу и отвезу ее в Китай. Она там ценится очень дорого. А из Китая я вывезу китайский фарфор и переправлю его в Рим. Там тоже хорошо заработаю. Из Рима же отвезу в Индию шелковые ткани. Говорят, это очень прибыльное дело. Из Индии вывезу в Алеппо сталь, а из Алеппо в Йемен стекло, а из Цейлона привезу в Париж покрывало. Ну, а потом брошу торговать». Когда купец утомился и у него уже не было сил говорить, он посмотрел с гордостью на ученого. «Смотри, мол, какой я богатый и преуспевающий». Ученый лишь спросил его: «А что же ты делаешь с прибылью, которую ты получаешь от торговли?» «Секрет моего благополучия в том, что я не даю ни дирхама никому, даже самым близким родственникам. Лучше копить богатство для того, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Ну и еще, чтобы оставить своим детям достойное наследство», – ответил купец и похвастался еще раз: «Если ты тоже будешь поступать, как я, то очень скоро станешь богатым человеком». «Поистине, такого человека, как ты, я вижу впервые», – многозначительно ответил ученый и добавил: «Послушай меня, о купец, поистине Аллах не любит хвастунов, опомнись, ведь ты не соберешь с собой на тот свет свои сундуки с золотом и серебром, но они могут принести тебе огромную пользу в этом и в ином мире, если ты будешь тратить часть своего богатства на добрые дела лишь ради одного Аллаха». Услышав такие речи, лицо купца сразу поскучнело. Он молча повернулся спиной к ученому, давая понять таким образом, что не хочет больше разговаривать с ним. Интересно узнать, что случилось с купцом и ученым. А вот что. Прошло немного времени, и до ученого дошла весть о гибели хвастливого и скупого купца со всем его караваном в бездомных песках одной из пустынь. После этой вести ученый долго сидел в мечети и размышлял о людях, которые не запасают добрые дела для того, чтобы заслужить довольство Аллаха, Господа миров. В Коране сказано: «Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям, как родственникам, так и не состоящим с вами в родстве, собратьям по ремеслу, путникам и тем, кем вы владеете. Воистину, Аллах не любит гордецов, спесивцев, которые сами скупы и другим людям велят быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им по щедрости своей». Аудиорассказы от Эдема Илай.